Существуют автомобили стоимостью с целый особняк, а может и с два особняка. Такие машины могут позволить себе разве что миллиардеры, у которых завалялось пару десятков миллионов в кармане. Но почему у подобных автомобилей столь высокая цена? Чем выделяются они на фоне машин простых смертных? Это топ-20 машин, доступных только миллиардерам. Присаживайтесь поудобнее и готовьтесь удивляться цифрам. Мы начинаем. Mercedes Maybach Exelero. Представьте себе черного гиганта длиной 19,7 фута, который мчится по дороге со скоростью 218 миль в час. Это Mercedes Maybach Exelero. Машина, созданная в 2005 по заказу шинной компании Fulda. Компания хотела протестировать новую линейку шин в предельно жестких условиях. Учитывая огромную скорость Maybach Exelero, у них это получилось. Под капотом авто спрятан двигатель V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 700 лошадиных сил, а до 62 миль в час он разгоняется за 4,4 секунды. Массивная решетка радиатора и красные акценты в салоне делают его похожим на лимузин, который внезапно возомнил себя гоночным спорткаром. В 2011 Maybach Exelero приобрел рэпер Birdman, став обладателем единственного в мире экземпляра дорожного зверя. В СМИ ходил слух о том, что компания Maybach пыталась выкупить автомобиль обратно, но рэпер отказался, а вы бы продали единственный в мире экземпляр авто. Bugatti Centodieci. Теперь перенесемся в 2019 год, когда Bugatti решил отпраздновать свое 110-летие. Centodieci — это 10 экземпляров автомобилей, вдохновленных угловатым дизайном Bugatti IB 110 эпохи 90-х годов. Двигатель W16 с 4 турбинами выдает 1600 лошадиных сил, разгоняя машину до 62 миль в час всего за 2,4 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на 236 милях в час. Кузов с плоским носом и 5 круглыми воздухозаборниками сзади выглядит как привет из прошлого, чего нельзя сказать о модном салоне из карбона и алькантары. При взгляде на машину возникает ощущение, что машина 20 и машина 21 веков слились в одно целое. Все 10 экземпляров Bugatti Centodieci раскупили еще до презентации за $9 миллионов каждый. В газетах проскакивала информация, что один из них, возможно, достался Криштиану Роналду. Если это правда, то у знаменитого футболиста очень хороший вкус. Rolls-Royce Sweptail. Но что делать, если вы миллиардер и хотите машину, которой больше нет ни у кого? В 2017 году один такой богач заказал себе такое авто и 4 года спустя получил уникальный автомобиль за $13 миллионов. Rolls-Royce Sweptail. Двигатель V12 выдает 453 лошадиные силы, разгоняя машину до 62 миль в час примерно за 5 секунд, однако скорость ограничена 155 милями в час ради плавности хода. Задняя часть сужается, подобно корме яхты, а панорамная стеклянная крыша заливает салон светом. Салон тоже впечатляет. Сиденья и панель отделаны редкой породой дерева и дорогой кожей. Примечательно, что в багажнике есть отдельный отсек для шампанского. Сразу становится ясно, что владелец не только уважает модели Rolls-Royce 20-х годов, но и ценит комфорт современных автомобилей. Шикарный автомобиль в стиле ретро-футуризма, сделанный только в одном экземпляре для вас. Разве это не мечта? SP Automotive Chaos. При слове «Греция» сразу приходят на ум мифы, легенды, оливки, но уж никак не мощный автомобиль. Еще и за $14 миллионов. В 2021 компания SP Automotive представила Chaos, назвав его первым ультракаром в истории. Компания планирует выпустить по 20 экземпляров машины на каждый континент мира. И спрос явно будет немалый, учитывая характеристики Chaos. Двигатель V10 с двойным турбонаддувом обещает до 3000 лошадиных сил в версии Ультра и разгон до 62 миль в час за 1,55 секунды. Максимальная скорость будет достигать свыше 310 миль в час. Кузов с острыми углами и титановыми деталями, напечатанными на трехмерном принтере, выглядит так, словно он готов взять на таран какого-нибудь суперзлодея. Первый экземпляр автомобиля заказал миллиардер из ОАЭ, но скептики гадают, правда ли эта машина будет такой быстрой или это просто громкие слова. Время покажет. Ferrari 250 LM. Перенесемся в 60-е, когда Ferrari 250 LM покоряла гоночные трассы.
Эта модель была выпущена в количестве 32 экземпляров. Больше, чем было выпущено предыдущих автомобилей из топа, но все еще очень мало в сравнении с обычными машинами. Двигатель V12, выдающий 320 лошадиных сил, позволяет разогнаться дедушке до 62 миль в час за 6 секунд и достичь 183 миль в час. Красный кузов с длинным носом и воздухозаборниками. Признак гоночного зверя прошлых лет, который и сейчас может задать жару многим моделям. В 1965-м 250 LM выиграл Ле-Ман, став последним триумфом Ferrari в этой гонке на долгие годы. В 2015 году один экземпляр Ferrari 250 LM ушел за $17,6 миллиона. Говорят, его купил миллиардер из Австралии, спрятавший машину в секретном ангаре. Для коллекционеров это не просто авто, а целая история на колесах. Pagani Zonda Happy Barchetta. Горацио Пагани, основатель автомобильной компании Pagani Автомобили, решил отпраздновать свое 60-летие весьма необычным способом. В 2018-м он создал машину Pagani Zonda HP Barchetta в количестве 3 штук. Одну из моделей гениальный инженер оставил себе. Двигатель V12 от Mercedes-AMG и 789 лошадиных сил позволяют разгоняться машине до 62 миль в час за 3,1 секунды. Максимальная скорость в 220 миль в час говорит о том, что эта машина для тех, кто любит прокатиться с ветерком. Открытый кузов, Барчетта без крыши, карбоновые элементы и низкий щиток вместо лобового стекла делают ее дизайн уникальным. 2 из 3 экземпляров ушли к миллиардерам за баснословную цену – $17 миллионов. Правда, один из богачей разбил Барчетта всего через месяц. Интересно, сильно ли расстроился Пагани от этой новости? Bugatti La Voiture Noire. В 2019 году Bugatti отметил свое столетие созданием La Voiture Noire. Черным шедевром за $18,7 миллиона. Один единственный экземпляр с мотором W16, выдающим 1500 лошадиных сил, разгоняется до 62 миль в час за 2,4 секунды. Его максимальная скорость превышает 260 миль в час. Но во избежание аварий она ограничена электроникой. Кузов из углеродного волокна, 6 выхлопных труб и светодиодные фары вдохновлены Type 57 SC Atlantic. Владельцем и этого классного автомобиля является, вы не поверите, Криштиану Роналду. Кажется, футболист любит дорогое авто не меньше футбола. McLaren F1. В 90-е годы автомобиль McLaren F1 стал легендой, побив рекорд скорости для серийных машин 240 миль в час. 106 экземпляров, из которых 64 дорожных, отличались хорошими характеристиками. Двигатель V12 от BMW, 627 лошадиных сил позволяют McLaren F1 достичь 62 миль в час за 3,2 секунды. Центральное сиденье водителя, двери в стиле крыло бабочки и золотая отделка моторного отсека сделали данную модель крайне оригинальной и самодостаточной. Примечательно, что один экземпляр принадлежал Роуэну Аткинсону, исполнителю роли мистера Бина в одноименном телесериале. Правда, он разбил машину дважды, а потом и вовсе продал за $12 миллионов в 2015 году. Сегодня цена доходит до 20 миллионов. Мистер Бин явно поторопился с продажей. Mercedes-Benz Stromlinienwagen. Отправимся на машине времени еще дальше в прошлое. В 1954-м Mercedes-Benz W196R, или же Type Monza, показал себя во всей красе. Он установил рекорд на трассе Гран-при Реймса под управлением аргентинского автогонщика Хуана Мануэля Фанхио. 2 экземпляра с мощностью мотора 290 лошадиных сил разгонялись до 62 миль в час за 6 секунд и достигали 193 миль в час благодаря закрытому обтекаемому кузову, похожему на ракету. Одна из моделей сохранилась в музее Mercedes, где ей любуются каждый день сотни людей. А вот второй экземпляр пропал. Пропажу оценивают в $20 миллионов, но на черном рынке, если он туда попал, цена его наверняка намного выше. Для миллиардеров это не просто машина, а настоящее сокровище автоспорта. Jaguar D-Type. Мы продолжаем с вами любоваться гоночными автомобилями и поражаться их крутости. На очереди у нас Jaguar D-Type, модель, которая вселяла в соперников ужас на гоночных трассах. С 1955 по 1957 годы Jaguar D-Type трижды выигрывал Le-Mans, оставив большой след в истории гонок. 53 выпущенных экземпляра имели мотор мощностью 250 лошадиных сил и разгонялись до 62 миль в час за 6,5 секунды. Их же максимум достигал 170 миль в час, и это в 50-х годах 20 века.
Зеленый кузов с плавником сзади и открытыми колесами делает машину примером классики британского автомобилестроения. Один Jaguar D-Type принадлежал актеру Стиву Маккуину, а в 2016-м другой ушел за $20 анонимному покупателю. Спрос на Jaguar среди богачей так же велик, как и его победы на трассе. Duesenberg SSE. Даже в особо мрачные годы некоторые автомобили поражали воображение своим видом и характеристиками. В разгар Великой депрессии Duesenberg SSG стал символом роскоши. Два экземпляра с двигателем в 400 лошадиных сил могли мчаться со скоростью 140 миль в час. Невероятная цифра для 30-х годов. Длинный капот, хромированные акценты и белые боковины колес ясно давали понять, что на дороге не просто человек, а солидный джентльмен при деньгах. Один из экземпляров в своем гараже держал Гэри Купер, а второй — Кларк Гейбл. Учитывая популярность этих великих актеров, они явно хотели подчеркнуть свой статус с помощью автомобилей, которых не было больше ни у кого на земле. В 2018-м один из экземпляров ушел с аукциона за $22 миллиона. Duesenberg SSG — шикарный вариант для ценителей хороших автомобилей, но и хороших кинофильмов прошлого. Aston Martin DBR1. Гоночные автомобили в большом почете среди автолюбителей, особенно те модели, что смогли взойти на пьедестал победителей. 5 экземпляров Aston Martin DBR1 покорили мир гонок, выиграв Le-Mans в 1959-м. Двигатель с 255 лошадиными силами разгонял машину до 62 миль в час за 6 секунд и до 155 миль в час. Легкий алюминиевый кузов с плавными изгибами и открытыми колесами давал возможность набрать максимальную скорость за счет прекрасной обтекаемости. В 2017 году один экземпляр Aston Martin DBR1 продали за $22 миллиона. Это самый дорогой британский автомобиль в истории. Учитывая историю автомобиля, его цена вполне оправдана. Ferrari 290 MM. И вот мы снова возвращаемся к Ferrari. 4 экземпляра Ferrari 290 MM родились для гонок. И один из них мчался по трассе Миле-Миглия в 1956 году. И не просто мчался, а с великим Хуаном Мануэлем Фанхио за водительским сиденьем. Двигатель в 320 лошадиных сил разгонял машину до 62 миль в час за 5,5 секунды. Максимальная скорость в 174 мили в час не оставляла противникам ни шанса. Автомобиль выделяется красным кузовом от Скаглетти с круглыми фарами, что придает ему необыкновенный антураж. В 2015-м один экземпляр ушел за $28 миллионов. По некоторым слухам, его забрал себе в частную коллекцию американский миллиардер. Mercedes-Benz W196. 14 серебристых болидов Mercedes-Benz V196 доминировали в Формуле-1 в 1954 и 1955 годах. И снова за бортом шикарного автомобиля находился Хуан Мануэль. Двигатель в 257 лошадиных сил, разгон до 62 миль в час за 6 секунд и максимальная скорость 186 миль в час делали болид непобедимым. Открытые колеса и обтекаемый кузов позволяли легко маневрировать на дороге и обеспечивали максимальную управляемость. В 2013-м один W196 продали за $29,6 миллиона. Невероятная сумма. Но дальше суммы будут еще больше. Rolls-Royce La Rose Noir Droptail. В 2023 году Rolls-Royce представил La Rose Noir Droptail. Кабриолет за $30 миллионов, выкрашенный в цвет розы сорта Black Baccara. Единственный в мире экземпляр обладает двигателем в 600 лошадиных сил и разгоняется до 62 миль в час за 5 секунд. Скорость при этом ограничена 105 милями в час ради комфорта. Черный кузов с красными вкраплениями и деревянная отделка сзади делают этот автомобиль эталоном стиля. Заказал данный Rolls-Royce миллиардер из США для своей жены. Чудесный подарок для супруги, согласны? Ferrari 335S. Ferrari славится своими безумно быстрыми и безумно дорогими машинами. 4 экземпляра Ferrari 335S были созданы для трасс 50-х годов. Одна из машин данной модели участвовала в Миле-Миглия 1957 года. Двигатель V12 с 390 лошадиными силами разгонял машину до 62 миль в час за 5 секунд и до 186 миль в час. В данной модели Ferrari вновь радует глаз красным алюминиевым кузовом, подчеркивая преемственность автомобилей компании. В 2016-м один экземпляр ушел за $35 миллионов. Как пишут источники, его купил Лионель Месси. Среди футболистов не только Криштиану любят хорошие машины. Bugatti Type 57 SC Atlantic.
А теперь вернемся к Bugatti. 4 экземпляра Bugatti Type 57 SC Atlantic были созданы Жаном Bugatti в 30-е годы, и только 2 дожили до наших дней. Двигатель в 210 лошадиных сил разгонял машину до 124 миль в час. Невероятно для того времени. Каплевидный кузов с паянным хребтом и хромированные детали сделали ее грациозной и крайне солидной. Один экземпляр находится у модельера Ральфа Лорена, другой же пропал во время войны. На сегодняшний день стоимость модели оценивается в $42 миллиона. Ferrari 330 LM, 250 GTO. Ferrari не перестает удивлять. Один уникальный Ferrari 330 LM 250 GTO участвовал в Лимане 1962 года. Двигатель V12 в 400 лошадиных сил разгонял машину до 62 миль в час за 5,5 секунды. Максимальная скорость в 180 миль в час – красный флаг для противников на трассе. В дизайне машина схожа с другими моделями Ferrari в топе. В 2023 году автомобиль ушел с аукциона за $51 миллион, став самым дорогим Ferrari, проданным публично. Ferrari 250 GTO. А теперь перейдем к самой дорогостоящей модели Ferrari. В 60-х создали 36 экземпляров Ferrari 250 GTO шедевра, одобренного самим Энцо Феррари. Двигатель V12 с 300 лошадиными силами разгонял машину до 62 миль в час за 6 секунд и до 174 миль в час. Изысканные изгибы кузова и круглые фары – пример итальянской классики. Один экземпляр был в свое время у Ника Мейсона из Pink Floyd. В 2018-м другой экземпляр ушел на аукционе за $70 миллионов. Это самый дорогой Ferrari в истории. Однако самая дорогая машина еще впереди. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. 2 экземпляра Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Вершина солидности и роскоши среди любителей автомобилей. Двигатель с 310 лошадиными силами разгоняет машину до 62 миль в час за 6,5 секунды и до 180 миль в час. Двери, крыло чайки и серебристый кузов добавляют шарма и элегантности этому удивительному бриллианту автострады прошлого. Сам Рудольф Uhlenhaut, легендарный инженер автомобилей Mercedes-Benz, гонял на данной модели по автобанам. В 2022 один из экземпляров продали за $142 миллиона. Вы только вдумайтесь в эту цифру. На данный момент Mercedes-Benz 300 – самый дорогой автомобиль в истории. От $8 миллионов за Maybach Exelera до 142 миллионов за Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Эти 20 машин доказывают, что роскошь не знает пределов. Какой из них вас поразил больше всего? Хотели бы прокатиться на Ferrari 250 GTO или прикоснуться к истории через Bugatti Type 57 SC Atlantic? Пишите в комментариях свое мнение, ставьте лайк и подписывайтесь, если хотите увидеть больше подобных топов.